Обязательно ли на кинке у вас должен быть половой акт и какой опыт может быть? Не обязательно, то есть люди приходят, и никто ничего ни к чему не обязан, никто никому ничего не должен. То есть если пришла там девочка, мальчик, и вот, например, хоть там 5 девочек мальчика вот обставит, он если не хочет, девчонки, ну извините, ну не хочет парень, ну вот, ну подождите, вы вот, ну, предложите ему что-то там выпить и тому подобное. А Но, если мальчики? но точно так же, если девочка не хочет, не надо ее заставлять, и этого нельзя. То есть все словами через рот. Хочешь? Да. Нет? Нет. Все. Можно спросить, а почему? Тому подобное. Ну, типа пообщаться. Но если нет, значит нет. Вот, то есть в целом секса не обязательно, это чисто по желанию. Какой опыт у вас может быть в целом по вашему желанию, как вы договоритесь с другими людьми. То есть вы можете познакомиться с просто там человеком противоположного пола, своего пола. Если вы хотите реализовать фантазию там секс втроем, там ЖМЖ, МЖМ, вы пришли парой там со своим партнером и вы хотите устроить такой свинг, то есть секс с обменом партнеров, то есть найти там другую пару, пригласить девочку, мальчика. Короче, кто как хочет, так и развлекается. Расскажи, как знакомиться на вечеринках и переходить к сексу? В целом, я часто заметил, когда ходил на кинки-вечеринки других организаторов, что многие парни, как правило, сидят в сторонке и, в общем, стесняются, не знают, как подойти и тому подобное. Наша задача как организаторов, и в целом идея, желание сделать так, чтобы людей друг с другом перезнакомить. Потому как изначально, когда приходит человек, он реально в шоке. Я помню, когда я первый раз пришел, я тоже такие глаза по 5 копеек, думаю, как, шо, капец, столько интересных людей, я не знаю там вообще, как, что сказать, забыл, как меня зовут. Вот. Но, в общем, в целом, мы помогаем познакомиться, и если уже вот, то есть, скорее всего, если ты пришел на кинки и побывал там первые 1,5 часа, ты уже там с половиной переобщался точно. Ты понял, что много классных людей и тому подобное. Вот. Значит, у нас есть определенные игры, через которые ты можешь подойти, познакомиться с человеком. Например, браслетики. То есть один из членов нашей команды подходит, вам дает определенные браслетики, и твоя задача там 3 браслетика одеть на человека, который тебе импонирует. То есть ты подходишь и говоришь, ты мне импонируешь, ты мне нравишься, давай я тебе одену браслетик. И это уже повод для знакомства, повод для общения. Соответственно, как переходить к сексу? Тут ничего такого заоблачного нету. То есть нужно понимать в целом, что все люди пришли на кинки-вечеринки. Также у нас есть браслеты зеленый, желтый, красный. От этого зависит, насколько человек в целом предрасположен к разным опытам. И если тебе понравился партнер или пара, твоя задача подойти, познакомиться, пообщаться на открытые темы. Например, там, а первый раз ты на этой вечеринке, а был ли на кинке вообще? А ты как узнала, с кем пришел или там пришла? Слушай, а скажи, пожалуйста, ты бы хотела тут какой-то сексуальный опыт? Если да, то какой? И человек тебе сам все расскажет. И ну, твоя задача просто пообщаться, потанцевать. У нас есть определенные игры, там можно выпить пойти, можно попробовать там тоже, скажем, попрактиковаться в БДСМ, шибари. И потом, соответственно, если это пара, там, как правило, лучше через мужчину общаться, типа вы не против или против, так, чтобы, ну, вы поняли, чтобы не было конкуренции. Девушки точно так же. Девушки с девушками лучше сначала, чтобы знакомились, коннектились. И просто напрямую идемте, в общем, займемся сексом втроем или там четвером. Все, идемте. То есть нужно понимать, что все люди в адеквате и пришли, соответственно, тоже раскрепощаться. Какие наши планы на будущие вечеринки? Наши дальнейшие планы – это в целом, чтобы это все развивалось, росло, по спиральной динамике все больше и больше. И в целом собирать еще большее количество классных людей. В целом так, чтобы были дома еще круче, они у нас уже очень классные. Мы хотим арендовать большие громадные виллы на 100 человек, на 150. Также загородные дома в таком стиле замков и тому подобное. Также, еще тоже скажу пару моментов. В целом наша задача и желание собрать большое количество классных, интересных людей, которые будут между собой дружить, общаться, путешествовать и всячески уже себя развращать и раскрываться не только сексуально, а и, собственно, как личности в том числе. Также мы хотим создать закрытый клуб для VIP-гостей. Скорее всего, мы уже его создали. И в VIP-клубе уже будут дополнительные бонусы для участников его.
так, чтобы в целом люди могли кайфовать по полной программе. Это закрытые вечеринки, квартирники, это закрытые мастер-классы по шибари, по БДСМ, по йони-массажу, по воксплею и тому подобное. И, соответственно, там бонусы в том числе и отдельная VIP-комната. Также еще хочу сказать, что у нас в целом есть open space, то есть основная большая комната, наш зал, и есть отдельно комнаты для перформансов, и есть отдельно такие, так называемые дарк-румы, то есть комнаты, в котором люди могут уединиться. Но также, в том числе, секс может быть везде. То есть и в общем зале, и на перформансе, и на баре, в общем, где угодно. Ну, так, чтобы, главное, не мешать другим людям. Кого мы хотим видеть на наших вечеринках, сколько стоит билет и как нам можно попасть? Очень классный вопрос. В целом, кого мы хотим видеть? Классных, открытых, интересных, ухоженных людей. Так, чтобы в целом был прикольный вайб. То есть мы можем отказать человеку, если он не совпадает просто-напросто по вайбу, и мы примерно понимаем, что уже есть определенное количество людей, чтобы этот человек к нам вот идеально попал. В целом, сколько стоит? У нас есть прогрессивная модель цен, то есть как только мы анонсируем вечеринку, у нас есть первый, скажем так, заход, первые 10 билетов продаются гораздо дешевле, нежели все остальные. Первые 10 по одной цене, следующие, вторые 20 по следующей цене, 30 и также вот по прогрессивной модели. Соответственно, для девушек одни цены, для пар тоже другие. Ну, там вы все видите. Определенные цены, мы, может быть, там чуть-чуть будем их корректировать, где-то меньше, где-то больше. Ну, а парни, скажем так, те, которые без пары приходят, то они смогут в любом случае приобрести билеты уже там, ну, за неделю до начала вечеринки, когда мы уже будем набирать, исходя из того количества девушек, которые у нас остаются Без пар. Ну да, в большинстве по сравнению гендерного баланса. И как нам попасть? Переходите в наш Инстаграм, переходите в наш Телеграм-канал, пишите нашему менеджеру, пишите в наш бот. В боте менеджер тоже отвечает. Все ссылки в описании к этому видео. Будем вас ждать. Добро пожаловать в Kinky Full House. Ждем вас.